Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о самых опасных и самых негативных местах в вашем доме. На что вам стоит обязательно обратить внимание, как правильно нужно очищать ваш дом, чтобы в вашем доме не было нищеты, безденежья, болезней и всевозможных проблем. Друзья, очень важное и ценное видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ну и в комментариях обязательно напишите слово «изобильный дом», и пусть в вашем доме действительно будет изобилие. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Итак, друзья, энергетика, которая наполняет жилье, очень важна для тех, кто в нем живет, так как она непосредственно сказывается на жизни и биополе таких людей. В жилье с положительной энергетикой приятно находиться. В таком доме крепкий сон, положительные мысли наполняют голову, желания с легкостью воплощаются в жизнь, а сон крепкий, никогда не мучают кошмары, хочется идти только вперед, придумывая какие-то новые цели и покорять их. Отношения между членами семьи в таком жилье крепкие и наполнены любовью, уважением, взаимопониманием. К тому же все, кто живут в таком доме, имеют сильную энергетическую защиту, которую не может повредить ни один недоброжелатель. А если кто-то приходит с негативными помыслами, то ему чем быстрее хочется покинуть такой дом, потому что он ощущает дискомфорт и то, что его уже собственный негатив на него же и действует. А вот если жилье наполнено негативом, то ничего хорошего от этого ожидать не стоит, так как сон нарушается, мучает бессонница, ночные кошмары, страхи, постоянно не хватает воздуха. Если образуется энергетический застой, то это начинает привлекать и злых сущностей, которые отбирают жизненные силы тех, кто живет в таком доме, из-за чего самочувствие людей ухудшается, их начинают преследовать болезни, возникают хронические болезни, мучают депрессии, апатия, возникают панические атаки, от которых не получается избавиться, и с каждым днем эмоциональное состояние только ухудшается, потеют ладони, бросают в жар. Постоянно без причины хочется плакать. Эмоции гнева и агрессии вырываются наружу, что сказывается и на отношениях между членами семьи, так как возникают постоянные ссоры, скандалы, уходит взаимопонимание, а энергетическая связь ослабевает, уменьшается энергия любви. Это влечет за собой различного рода предательства, измены, и кажется, что исправить уже ничего невозможно, и люди перестают между собой разговаривать, объясняться, искать компромисс, из-за чего очень скоро семьи распадаются. К тому же в своем жилье мы проводим много времени, а также практически все ночное, поэтому и энергетика людей страдает очень сильно. Негатив тесно вплетается в биополе, из-за чего оно перестает защищать человека. Он начинает привлекать негатив отовсюду, где он только есть. На улице, на работе, в магазине, в общественном транспорте, что притягивает в его жизнь серьезные проблемы, беды. Он не может находить общий язык с теми, кто встречается на его жизненном пути. Поэтому даже элементарные проблемы, которые раньше решались с легкостью, становятся нерешаемыми, из-за чего у данного человека опускаются руки, и он не может более ничего воплощать из задуманного в свою жизнь. Все планы рушатся, мечты такие остаются несбыточными мечтами. Люди, которые соприкасаются с таким человеком, сразу стараются на энергетическом уровне держаться от него подальше, так как срабатывает защитная реакция. Отношения с друзьями и родными также желают лучшего, что приводит к тому, что энергия одиночества в большем и большем количестве начинает наполнять пространство вокруг данного человека. Дети, которые живут в доме с такой негативной энергетикой, становятся капризными. Их трудно уложить спать, они не желают учиться, их трудно заставить ходить в садик, в школу. Подростки связываются с плохими компаниями, начинают пробовать курить, употреблять алкогольные напитки, пробовать наркотики, попадают в неприятности, порой даже в страшные ситуации, связанные с кражами и, что еще хуже, с вредительством людям или побоями.
Домовой, не справляясь вот с тем негативом, который наполняет жилье, и с тем, который приносит члены семьи извне, покидает его. А когда он уходит, то семья не только остается без присмотра, но и заблудшие души могут привлекаться к дому, так как злая сущность может именно будет подавать им постоянные сигналы. Но и жизнь, конечно, в таком доме станет невозможной. Тот, у кого слабое биополе, перейдет через черту невозврата, а тот из членов семьи, кто имеет более сильное биополе, постарается быстрее покинуть такой дом. Такое жилье попадет в категорию проклятого, и все, кто далее будут в нем поселяться, жить, будут повторять судьбу тех, кто в нем жил до них. Очистить такое жилье под силу только очень сильным магам. Простому человеку это не под силу. Поэтому не стоит допускать, чтобы с вашим жильем произошла такая неприятность. Не нужно лениться, нужно проводить сильные и старинные энергетические чистки, которые наши предки передали нам по наследству, чтобы уберечь нас от таких жизненных ситуаций. Лучше делать их чаще, перестраховываться, чем допустить такое, что энергетика жилья будет наполнена негативом, который будет разрушать все на своем пути. Давайте поговорим о том, что в каждом доме есть особенно быстро загрязняющиеся нехорошими энергиями места, поэтому нужно следить за их чистотой, конечно же, более тщательно. Опасными местами в любом доме являются углы, так как мы часто не придаем им большого значения, а порой и ленимся это делать, мол, никто же не видит их. Центр комнаты значительно важнее, но это неправильное мышление. Если вы так думаете, то это срочно нужно менять. К тому же, если паук завьет в углу паутину, а негатив привлечется в такой угол, то с каждым новым витком на паутине он будет очень быстро приумножаться, распространяться по дому. Эта негативная энергия будет вплетаться в энергетику жилья, разрушая ее, поэтому вернуть ей изначальную целостность никогда не получится. Тщательно пылесосьте их, выметайте, убирайте все паутины. Это обязательно нужно делать раз в неделю. После чего протирайте соляным раствором или же окуривайте его раскаленной солью с лавровым листом, проговаривая при этом такие слова: в этих углах негатив больше не поселяется, нечисть никакая не привлекается, они энергетически чисты и положительными энергиями наделены. Когда закончите, можете в них разместить по монете желтого цвета большого номинала, проговаривая такие слова: пусть денежная энергия в этом углу поселится, приумножится и по жилью распространится. Так вы заполните его сильной энергией, но во время уборки монеты нужно засыпать солью, чтобы она собирала с них негатив. Если такое в течение времени притянется, не перекрыв поступление денежной энергии. Соль нужно смыть, монеты вновь после уборки разложить на места, проговаривая те же слова, и очень скоро ваше финансовое положение обязательно изменится в лучшую сторону. Также важно, чтобы монеты не попадали на глаза, поэтому постарайтесь их скрыть, иначе если завистливый человек попадет к вам в дом и украдет у вас такую монету, знаете, он может лишить вас денег, начнутся денежные потери, а вот у него наоборот деньги будут приумножаться, да и вопросы лишние вам ни к чему. Человек может своими мыслями изменить количество поступления нужных энергий. Если у вас светильники, люстры, торшеры и все имеют грязные плафоны, лампочки, все это будет привлекать потоки негативных энергий в ваш дом, сказываясь на нем, к сожалению, только неблагоприятно. Поэтому возьмите за правило очищать такие вещи хотя бы раз в 3 месяца. Когда возьмете за правило, вы ощутите, что это не будет вызывать у вас никаких трудностей, а энергетика жилья значительно улучшится, станет чище и комфортнее. Обтирайте их обязательно белой тряпочкой, натуральной, не искусственной, так как синтетика, вы знаете, притягивает негатив. Используйте хлопок, после чего обязательно стирайте ее в соляном растворе. Сушите на солнышке, после чего обязательно прогладьте. Так вы подготовите ее к следующему разу, и она будет собирать негатив, а не распространять его во время уборки.
Когда все протрете, подожгите свечу белого цвета, сделайте ней над каждым светильником или лампой люстры 3 круга по часовой стрелке, при этом на каждый круг проговаривайте такие слова. Все, что свет излучает, негатив не привлекает, дом светлыми энергиями наполняет и счастье приумножает. Когда закончите, обойдите с той же свечой трижды дом по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова. Я светлые энергии привлекла, с помощью энергии огня по дому их разношу, энергетику жилья укрепляю, негативу в нем поселиться не позволяю. Будут только положительные энергии привлекаться, а плохие сразу разрушаться. Если пока вы закончите, свеча полностью не догорит, установите ее в том месте, которое будете ощущать уже на энергетическом уровне, после чего агарок вынесете на улицу и выбросите. Кухня – это не только гордость каждой хозяйки, но и помните, что это сакральное место в каждом доме. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на ней была грязь, пыль, чтобы на плите были потеки жира, ляпки, так как все это будет привлекать ненужные энергии в ваш дом, которые будут оказывать только вред для всех членов семьи, при этом без исключения. Поэтому после того, как все приготовили, сразу мойте плиту. Периодически вытирайте шкафчики. Первыми должны быть вытерты те, что вверху, а затем те, которые снизу. Когда закончите, подожгите обязательно 3 крупных лавровых листа. Окурите их и при этом проговорите обязательно такие слова. Изобилие кухня привлекает, этой положительной энергией дом в нужном количестве наполняет. После того, как закончите, их нужно разомнять и выбросить в окно. Полы старайтесь протирать чаще, чем делаете это во всем доме. Используйте воду, которую будете набирать в первой половине дня. Почему? Потому что она более сильная. Когда закончите уборку, нужно взять спонж, капнуть на него 8 капель эфирного масла лаванды и 8 капель эфирного масла пачули. При этом трижды проговорить такие слова. Лаванды, светлые энергии привлеки, от недоброжелателей жилье мое защити. Пачуля, и ты помогай, дом мой денежной энергией, изобилием наполняй. Когда закончите, разместите его на холодильнике или под плитой. Именно это будет помогать привлекать нужные энергии в дом. И в таком случае они будут быстро распространяться по всему жилью. Также спонж старайтесь обновлять раз в неделю, так энергии будут поступать в большом количестве. Энергетика в вашем доме будет благоприятной, а для негатива не будет и места. Окна в вашем доме должны быть чистыми, поэтому их нужно очищать по мере загрязнения. Почему? Потому что грязные окна будут привлекать негативные энергии, а окна выполнять такую же функцию, как и зеркала, приумножая, распространять по дому. Когда вы моете окна, возьмите 3 веточки мяты и хорошо их все окурите. При этом проговаривая такие слова. Эти окна чисты, светлыми энергиями наполнены. Будут только счастье и здоровье привлекать, светлыми и нужными энергиями жилье приумножать. Когда закончите, веточки затушите и вынесите на природу. Выбросите так, чтобы по ним никто не ходил. Шторы, запомните, никогда не должны быть рваными, грязными, потому что это будет отображаться в окне и, соответственно, привлекать с его помощью энергии, которые вам абсолютно не нужны, которые ничем хорошим не наполнят ваш дом, когда в него попадут. Далее подоконники. Подоконники – это также одно из сакральных мест в доме. Мы накладываем на них различные ненужные вещи, и они превращаются в склад для разного мусора. Старых книг, газет, журналов. Такого делать нельзя, иначе в дом не придет ничего нового и положительного, а только старые события будут мешать вам спокойно жить. Что-то постоянно будет происходить в доме, что не позволит строить прекрасные планы на будущее. На подоконниках не должно быть и пыли, так как это будет привлекать негатив и мешать положительным энергиям попадать в ваш дом.
Протирайте их раствором из ромашки. Когда будете это делать, проговаривайте такие слова: светлые энергии подоконник отражает, негатив в дом не пропускает, защиту жилье мое обретает, а также те, кто под его крышей обитают. Таким образом, вы не только избавитесь от негативных энергий, но и выставите защиту для дома и для тех, кто в нем живет, благодаря чему их биополе никто не сможет повредить или наслать в ночное время порчу с глаз или проклятие. Можете на каждом подоконнике разместить по одной горошине черного перца. Это поможет привлечь в ваш дом гармонию и взаимопонимание. Перед тем, как размещать, положите горошину в левую руку, затем приложите ее к области сердца. После этого, туда, где приготовили ей место, такие скажите слова: энергетика жилья сильна, между членами семьи связь крепкая, любовь сердца наполняет, биополе укрепляет. И меняйте их во время уборки. Предыдущие выбрасывайте на природе, обязательно через левое плечо. Часто мы сами не обращаем должного внимания на потолок, но это также ошибка. Он должен быть чистым, ровным, без каких-либо повреждений или же пятен. Ни в коем случае нельзя допускать и пятна от убитых мух, комаров, так как это будет привлекать мертвую энергию, из-за чего у членов семьи будут возникать проблемы в различных сферах их жизни, при этом без исключения. Под потолком скапливается много нехороших энергий, поэтому берите пучок из ромашки раз в полгода и окуривайте потолок, проговаривая такие слова: энергетика жилья светла и позитивна, негативу места нет в нем. Ромашка помогает и энергии, беспрерывное движение запускает. Когда закончите, ромашку вынесите и выбросите. Хорошо, если получится возле водоема, для того, чтобы энергетика вашего жилья была положительной, сильной. Не бойтесь потратить силы, энергии на это. Результат будет вас радовать, а жизнь членов семьи будет светлой. Негатив не будет иметь возможности скапливаться вокруг них. Это, конечно, непростой труд, но ведь видеть чистое жилье – это так приятно и, конечно же, комфортно в нем находиться. Не забывайте про талисманы, обереги, которые обязательно должны быть размещены по вашему дому, чтобы помешать негативу в него попасть, а также чтобы и злые люди не могли его пронести. А вы, соблюдая правила и советы предков, обязательно сможете поддерживать энергетическую чистоту своего жилья, обеспечивая тем самым счастливую, полную изобилия, любви, успеха, удачи, денег и прекрасных моментов в жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, у нас много интересной информации. Также напишите в комментариях «изобильный дом». Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.